Сделать и продать игру. Итак, мы хотим сделать игру, и в завершенном виде она должна у нас оказаться вот здесь. В Google Play открывается на запрос мини-игры. Или здесь похожие приложения. Для того, чтобы игра у нас туда попала, ее нужно разрабатывать на языке Java для андроидов. А так как у меня конкретно нету Android планшета, а есть у брата, дяди, двоюродной тети, я смиряюсь с тем, что я не могу в ближайший месяц продать игру свою в Google Play, так как там только для андроидов, но не сочтите это непреодолимым препятствием, так как для разработки игры, за которую люди будут готовы платить, вам понадобится не один месяц, скорее всего, и если вы научитесь создавать игру с нуля на любом другом движке, то можете не сомневаться, что вам не составит большой проблемы перейти с Construct Classic на Java, когда придет время. Это очень важно понять, потому как создание игры есть прежде всего акт творчества, а не производственная технология, и создав несколько приложений для PC на вышеупомянутом, да на любом другом движке, вы имеете возможность сами в этом убедиться и получить драгоценный опыт в разработке компьютерных игр. Я вообще пользуюсь им потому, что у меня слабый комп, а вообще сейчас можно делать и на Unreal, и на Unity, и на Buddha. Точно не знаю, что из них бесплатно, но Unreal вроде бы бесплатный. Создать компьютерную или Android игру для продажи или бесплатного пользования есть полноценный требующий внимания проект, наравне с организацией бистро или построением работающего бизнеса. Так что если вы начинаете пробовать себя в этом направлении, будучи 16-летним студентом, вы сами ставите себе 12 баллов за правильное использование ресурса времени, потому как хоть в наших странах развитие и не быстрое, имея некоторый опыт в обращении с компьютерами, вы открываете для себя мир интернета, которого 30 лет назад вообще не существовало на Земле. Очень хорошим способом для самодисциплины, чтобы построить игру как дом, а она действительно является собой многомерную интереснейшую архитектурную конструкцию, является создание Google таблицы и размещение на рабочем столе основополагающих иконок требуемого результата. Лично я на основе моего 3-месячного опыта начинаю новую игру, ставлю в центр нечто вроде пустой иконки с названием .exe, потому что для меня сейчас создание игры это прежде всего идея игры и какие-нибудь небезразличные участники такого проекта. И эту идею мне из себя выдавить никак не получается в последнее время, но вы, начиная свой проект, вы можете поставить все эти иконки, то есть Google Play, Java, Android и так далее. Дальше, сейчас после создания сайта, Твиттера, YouTube канала, SoundCloud профилей DeviantArt, я захватил все доступные способы донести до пользователей из любой страны информацию о том, что я делаю, что позволяет различным живущим в Твиттере и инди-разработчикам посмотреть на мои достижения, да и вообще показать свой конструктор Lego. Показать, чего именно я достиг в этой области, означает выполнить ту изначальную задачу, которую ставит перед собой разработчик игры. Ведь игра есть музыка и картины, и сюжет, и персонажи в интересном и максимально интерактивном виде, предоставленные для просмотра любому зрителю. Так что стартап-игра это прежде всего файл, который пользователь компьютера может свободно скачать и запустить на своем устройстве. И самое сложное для тех, кто смотрит на это дело исключительно с точки зрения, как заработать на этом денег, это то, что игра это художественное произведение, которое несет в себе какую-то идею. А если мы думаем только о выгоде, мы не способны переключиться и такую идею действительно интересно создать. В этом отношении создание компьютерной игры становится задачей непосильной для одного человека и требует вовлечения других участников, таких как художник, аниматор, композитор, строитель уровней, режиссер и продавец. Так что, если вы только начали делать игру и начали в одиночку, вам стоит начать с Construct Classic и сделать 2D игру для PC, или если у вас есть комп и нормальный планшет, то сделать игру для Android или что-нибудь простое на серьезном движке типа Unreal. Если вам это удастся, или когда вы это сделаете, я буду рад выступить как тестер вашей игры, у меня слабый комп, так что Unreal игра у меня вряд ли пойдет, да и скорее всего вы туда напихаете чего-то такого разрешения в 10 тысяч пикселей и какую-нибудь текстуру, которую я буду только открывать 30 минут, потому что с тех пор, как я создал игру, наиболее трудной задачей для меня было найти тестера, который бы объяснил мне, почему мою игру не скачивают тысячи людей, просто потому что она бесплатная и доступна для скачивания. Да и вообще, как выглядит игра, чего она стоит, что лучше сделать, чего лучше не делать, ведь та игра, которую я выложил на сайте и разрабатывал в течение 1,5 месяца, получала в номер версии экзешника плюс 0.01 каждый день и доросла аж до 0.92. Так что присылайте мне на e-mail свою игру, чтобы вместе мы могли понять, что можно сделать лучше и что можно сделать еще. Я говорю сделать еще, потому что я считаю это единственной доступной тактикой продвижения в гейм-девелопмент сфере в русскоязычной стране, ведь чем дальше ты зайдешь в своем творении, тем больше шансов, что тебя поддержат либо иностранные инди-продюсеры, либо отечественные единомышленники.
Скажу также, что для того, чтобы выложить APK-приложение в Google Play, необходимо зарегистрироваться в Google Play Developer Console, и это стоит $25. А если вы преодолели достаточно высокую планку в создании игры для PC, то вы можете отправить ее на рассмотрение в Steam Greenlight, которые, если сочтут ее достойной, выпустят вашу игру в Steam магазине. Так что у меня все получится. Всем спасибо за просмотр. Заходите на сайт и присылайте свои творения на альфа-тестирование. Начинаю двигаться по проводам. Юпитер против, Юпитер хочет больше. В этом опасность. Электрохимический бог натянут канат между главными полюсами. Исправить нельзя, написанное пером воскресить нельзя. Сожженное огнем и движение вперед означает привет. Мы знакомы с тобой уже столько лет.